На своей стадии развития человек не способен ощущать полное единение с космосом и Абсолютом, ибо разум закован вокруг человеческого тела. Это означает, что существо ограничено физическими чувствами тела: зрение, слух, вкус, осязание и обоняние, и только некоторым индивидам открыто шестое видение. Когда разум свободен от оков тела, он испытывает всеобщую любовь, легкость и единство с Абсолютом. Логос – биоквантовый компьютер, центральное солнце планеты Земля, который выполняет функцию контроля разума существ, которые попадают в круг сансары, проходят множественные циклы перерождений, отрабатывая намеренно или ненамеренно свою карму. В этой вселенной карма является одним из многих систем обмена энергии, и в частности систему кармы используют существа из темных высших цивилизаций, которым необходима энергия жизни для существования, которые себя возомнили творцами, ставя эксперименты над теми, кто угодил в их цепкие лапы. Человечество, проснитесь, снимите пелену сознания. Нельзя примиряться с системой и никогда опускать руки, всегда из любой проблемы есть выход. Человеческие существа каждый день ходят как живые роботы, тонущие в рутине системы. Мы не рождены батарейками для темных, серых, орионцев и других темных цивилизаций, также светлых, а созданы для осознанного получения опыта души, внутренней составляющей нашего сознания. Батарейками мы становимся в тот момент, когда подключаемся к стереотипам и законам. Общий поток системы, а именно общепринятые рамки, и осознанно и неосознанно отдаем ей свою положительную и отрицательную энергию. Мысли о поведении от негативного до самого положительного. Над нами есть множество структур правительственных систем, работающих против людей и паразитов, как, к примеру, негативных цивилизаций Ориона. Ядро нашей планеты является сутью всего бытия на Земле, что управляет всеми циклами и процессами, которые происходят на внешней полой стороне планеты. Само ядро является логическим биокомпьютером, логосом, для всей жизни на этой планете, но и самым главным надзирателем в изолированной планете, подобно тюрьме, по имени Земля, Мидгард, Урантия. На Земле находится очень много пирамид, которые являются прямым проходом в полую Землю. Но и в полой Земле есть проекции тех пирамид. У этих пирамид, помимо функции портала, еще много других функций, как, к примеру, функция коммуникации жителей полой Земли с космическими существами, но в основном с инопланетянами созвездия Ориона и других параллелей, измерений, которые дистанционно контролируют всю жизнедеятельность на этой планете, что происходит согласно по их плану и задумке. Ядро планеты является огромным кристаллическим гиперкомпьютером, который создан очень древним разумом, но он попал не в те руки, и в данный момент оно используется в тех целях для регуляции Земли в двухвечном круговороте перерождений сансары, тем от всех живых существ получая энергию. Но скоро придет конец эпохи их власти, ибо настал новый цикл. Есть сеть коммуникационных пирамид не только на Марсе, а их очень много в поясе астероидов. После войн древних, осколки разрушенных планет разбросаны по всей нашей Солнечной системе. И наши современные ученые не раз обнаруживают в астероидном поясе обломки древних планет, включая на них огромные пирамидальные сооружения. С полой Земли сигнал идет в Луну посредством сети пирамид, затем от Луны на Марс, потом от Марса в пояс астероидов, что окружает Солнечную систему. А сам пояс астероидов образует круг, который сообщается с галактикой, как сеть вещания и передачи информации на нашей планете и других планетах. Следовательно, планета принадлежала шумерам, прародине ануннаков, что основали и гибридизировали человека, беженца с планеты Ураниум. Тем самым эта сеть – это как коммуникация и управление Солнечной системой. Сигнал, транслируемый от Солнечной системы в галактику, идет к ядру искусственного происхождения Солнечной системы, далеко расположенной от нашей, то есть центр управления, где расположены другие существа, установившие свои законы в захваченном собою давно пространстве. В истории немало нашло вестей о существовании титанов, которые были богами на Земле, управляющие ее процессами. Задолго до основания планеты титаны были стражами, которые выполняли свой долг по ее охране. Им поклонялись люди, отдавали дань, считая их способности чем-то божественным. Сами титаны являлись составной частью нашей планеты и снабжают ядро внутри нее, подключившись к нему, как единому организму и сознанию. Титаны распространены во многих планетах. Базируются они в центре планет нашей Солнечной системы.
Они бессмертные киборги, подобные нам, но в симбиозе органической природной структурой, объединяющие одно целое, отвечающее за центральную внешнюю жизнеспособность планеты. Титаны не раз подвергались попыткам уничтожения теми, кто прилетал из космоса для контроля Земли других планет, в далеком прошлом и настоящем будущем. Они способны вызывать землетрясения, влиять на климат и поведение существ на планете. До текущего времени известно то, что Титаны – высокоразвитая цивилизационная сеть, разбросанная по планетам во всей Вселенной, возможно, в огромных просторах космоса, за ее пределами, в которых они выполняют те или иные функции охраны и снабжения планеты. Также их базирование не означает, что они на каждой планете. Та цивилизация, что поселила их, имела планы на ту или иную экологическую и планетарную систему, включая эволюционные пути, влияющие на Вселенную и космос как единый организм в целом. В мире наблюдается немало катастроф, с гибелью большего процента людей. В частности, они происходят с периодичностью. Смерти в городах, эпидемии, аварии и так далее. Самое плохое – появление внеземных цивилизаций над Челябинском, мест катастроф, пожаров, смертей. То, что большое скопление обычно связано с массовыми смертями людей, как правило. Свидетельство тому аварии на АЭС Чернобыле и Фукусимой, аварии на химзаводах, оборонных предприятиях, боевых действиях, территории войн. Они собиратели душ. Собирая данные, можно заметить пример клинической смерти из показателей очевидцев, побывавших по ту сторону. Те, кто были за пределами тела, попадали в помещения, напоминающие корабли, к существам, что общались с ними телепатически. При таких случаях фиксировано, что в данном состоянии индивид ощущает чувство любви и покоя, единства, общаясь с другими существами телепатически, в кораблях, в воздухе, космосе. Душа сама выбирает, куда попадать, но не всегда контролирует свою волю. Эти неземные цивилизации, собиратели душ и тел, также могут подбирать и живых людей. Они всегда появляются на местах катастрофы и не наблюдают, а собирают. Во многих таких местах критического события исчезают или мертвые тела, или люди, пребывающие в коме. Во многих местах катастроф, аварий, куда прилетают корабли внеземных цивилизаций. Авария на Фукусиме может быть их рук делом. Это все больше похоже на план. Это и есть те самые ангелы, что встречают мертвых. Вот почему можно заметить в истории художества во многих фильмах. Когда душа уходит, луч света с неба идет, он же луч с корабля. После сбора идет распределение. Кого с чистой памятью снова в новое тело. Многие знают устройство сперматозоида, головастика, он как наноробот, с душой внутри, контейнером, а человек – машина, скафандр, тело, аватар, или а кого в другую мерность, к примеру, там где иные. Состояние души определяют по карме, ее энергетике, где заметно отраженное поведение, поступков и многого другого, связанного с человеком на протяжении его жизни. Иными словами, колесо сансары, в котором все вынуждены вращаться по замыслу тех, кто его разработал, с целью вознесения до уровня, из которого выбираются не все, а остальная часть застревает по циклу возрождения со стертой памятью, как исправительное учреждение, школы и тому подобное. Мне королева показала истинную планету, она тюрьма. Мы все заражены, почему и мало близких контактов с иными, и после смерти попадаем в колесо сансары, снова с чистой головой на этой планете рождаемся, а сама планета полая. В центре ядра планеты огромный механизм в роли компьютера. Станции управления душами по последним истокам. Луна. Чтобы спасти планету, сперва нужно урезонить Луну, а потом перехватить контроль над ядром планеты в полном мире. Но скоро данной системе придет конец, и сансара падет. Тиране темных придет конец, и весь потенциал земного разума выскочит наружу.